Это вторая часть видео воспоминания с экспедиции на Эверест. В ней я расскажу о базовом лагере, о ледопаде Кхумбу и об нашей акклиматизации на горе. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний. Если вы вдруг не видели первую часть, то там я рассказывал об идее восхождения на Эверест, о том, как собралась наша команда и как мы пришли в базовый лагерь. Базовый лагерь Эвереста во всей красе. Вот две больших палаточки Кайлас. Там находится наш Dining Hall. Прямо впереди ледопад Кхумбу. Немножко видно южное ребро Лотса. А вот где-то оттуда все приходят. Базовый лагерь. Наш дом на ближайший месяц. Несколько фактов о нем. Базовый лагерь Эвереста – это самый большой базовый лагерь в мире. В сезон здесь находится около 1000 человек. Это восходители, шерпы и вспомогательный персонал. Он находится на моряне ледопада Кхумбу на высоте около 5300 метров. Палатки стоят на льду, который уходит на десятки метров вниз. И время от времени этот лед трещит. И поначалу это очень такое непривычное явление. Ты спишь ночью в палатке и тут просыпаешься от такого оглушительного треска льда, который трещит прямо под тобой. Некоторое время уходит, чтобы к этому привыкнуть. Также некоторое время требуется, чтобы привыкнуть к постоянному грохоту лавин. Поначалу ты даже от самой маленькой выбегаешь на улицу, просыпаешься, там, выходишь с палатки и смотришь, где же она идет. А потом уже, когда привыкаешь, потому что лавин сходит 5-10 штук в день, ты уже выходишь только на самые громкие, на самые большие. Одна даже припорошила нас немножко снежком в базовом лагере. Базовый лагерь весьма комфортен. У каждого восходителя личная палатка, в которой лежит матрас и есть подушка. Есть большой dining hall, столовая палатка, в которой постоянно находятся термосы с горячей водой. Можно сделать чай, можно сделать шоколад, можно сделать там танг, это такой растворимый сок. Постоянно лежат какие-то печенюшки. Трехразовое питание, там супчик, второе и десерт идет на ужин, например. Вечером в дайнинг-холле есть генератор, есть возможность зарядить свой ноутбук, свои телефоны, свои гаджеты. Есть бесплатная бейкери, в которой фактически каждый день пекут какие-то тортики или булочки. Есть бесплатный бар, но с бара мы выпили по одной или по две бутылки пива за все время экспедиции, потому что мы не пьем во время экспедиций. Есть душ. Душ тоже, кстати, весьма комфортный. Тут даже есть лейка, есть бочка, в которую заливается горячая вода, и можно днем принять вполне себе нормальный, комфортный душ. В кабинке есть два отделения. Одно отделение, собственно, сама душевая. Вот оно так выглядит. Второе отделение, что-то типа раздевалки. Здесь есть стульчик, на который можно положить вещи. И кармашка. В общем, все сделано для того, чтобы восходители чувствовали себя как можно более комфортно. Но есть одно такое небольшое но. Во-первых, это перепад температур. Ночью температура в палатке достигает минус 9 градусов. Днем же на солнце это уже плюс 40. И такого промежутка времени, когда тебе будет комфортно, нормально спать, фактически нету. То тебе холодно и нужно быстро одеваться, то тебе уже адски жарко, и ты лежишь в палатке в трусах и покрываешься потом. И это очень дискомфортно, это сильно выматывает. Кроме того, еще меня выматывало то, что каждый день после обеда начинался снегопад. И вот там час-два дня начинает падать снег. И так на протяжении 30 дней, которые ты находишься в базовом лагере. А там, к слову, есть интернет, который стоит 1 гигабайт $50. Но все равно интернет есть, ты заходишь где-то в Facebook, видишь, что в Украине уже растет, зеленеет трава, что люди уже ходят в шортах, а у тебя тут в очередной день снег. Это, конечно, сильно демотивирует. И вот одно из таких тяжелых, наверное, испытаний – это время провождения, это время экспедиции, те условия, в которых ты там живешь. Но в общем мы обустроились как могли, с максимальным комфортом. Нас было 4, мы были частью интернациональной экспедиции, которая находилась в большом таком дайнинг-холле. И первый день в базовом лагере был день отдыха, я начал общаться, знакомиться с людьми, которые там сидят. Очень крутое знакомство сразу же получилось, это Питер и Хорья.
Питер уже сходил на все 14 восьмитысячников без кислорода, но продолжает ходить в новые экспедиции. Хория к тому моменту сходил на 8 восьмитысячников без кислорода. К тому же он доктор, и мы с ним общались на такую интересную тему, как применение диамакса, диакарба во время акклиматизации. Пришли к выводу, не буду все пересказывать, скажу, что пришли к выводу, что во время восхождения на низкие высоты, типа 5-6 тысяч метров, можно применять его сразу. Во время же восхождения на Эверест или на другие восьмитысячники нужно максимально акклиматизироваться на собственных резервах и собственных силах. И только если вдруг видишь, что акклиматизация проходит недостаточно быстро, применять диамакс, потому что он действительно помогает в акклиматизации. Ночью в палатке я сильно мерзну. Я не рассчитывал, что в базовом лагере будет настолько холодно. Взял с собой спальник с температурой комфорта -2, который уже походил со мной достаточное количество походов и немножко подпротерся, то есть даже -2 он уже не держит. В общем, лежу в палатке, мерзну с единственной мыслью не простудить сильнее горло, потому что перед самой экспедицией я так весьма серьезно переболел гайморитом каким-то, то есть у меня были сопли, был жуткий кашель, была температура, все как полагается. И во время трека я более-менее очухался, и сейчас не хотелось заболеть заново, поэтому лежал и так немножко переживал. Но в то же время выйти с палатки к бочке, в которой лежат вещи, взять теплый экспедиционный спальник я не решился. После дня отдыха наконец-то настало время для акклиматизации, для более активной ее фазы, потому что для восхождения, многие могут спросить, почему экспедиция длится условно 50 дней. Основная часть времени тратится именно на акклиматизацию, чтобы наш организм максимально привык к высоте и к высокогорным условиям. На вершине Эвереста на 8800 содержание кислорода всего 30% от нормы, которая здесь у нас. Первый акклиматизационный выход у нас был запланирован в лагерь 1 Пумори, это высота 5800. Очень, кстати, такое крутое и атмосферное место, потому что лагерь-то находится недалеко от главной трекинговой тропы, но он немножко в стороне, и туда фактически никто не ходит. Тропинки там нету, ты идешь по камням, идешь к первому лагерю Пумори, это вот соседняя вершина, которая находится напротив Эвереста. И с нее открывается, с этого первого лагеря открывается вид на весь базовый лагерь, который ты полностью можешь увидеть. Открывается вид на Эверест, на Лхотзе и на часть маршрута. Очень красиво, очень атмосферно. Мы сходили на 5800, выпили чаю и спустились обратно в базовый лагерь на отдых. Чем больше общаюсь с опытными восходителями, тем реальнее кажется наша затея. Но все равно в голову постоянно лезут сомнения. Да, ты уже продумал график акклиматизации, ты уже у себя в голове разложил гору на переходы, там метр за метром, уже что-то понимаешь. Но это только в твоей голове. А что конкретно думает вершина на этот счет и какие у нее планы насчет тебя, это остается вопросом. Так, на следующий день утром мы должны были выйти первый раз на ледопад Кхумбу. Кхумбу это, пожалуй, самое такое овеянное легендами место, это самый активный ледопад в мире. И с одной стороны, мне очень хотелось там побывать, и это одна из причин, почему я пошел на Эверест именно со стороны Непала. А с другой стороны, это было очень волнительно, потому что Кхумбу за счет своей активности 2 раза по одной тропе там фактически нереально пройти, там множество сираков, которые постоянно ломаются, множество трещин. И за счет своей активности это такое весьма опасное место. И поэтому часть волнения и часть такой рулетки каждый раз присутствует. Но чтобы как-то минимизировать риски обвалов сираков, исхода лавин, потому что чаще всего они происходят на переломе температур, то есть когда выходит солнце и прогревает наш лед или снег, мы выходили ночью.
Подъем у нас был запланирован на 3:50, и где-то за час мы должны были выйти, но пока я проверил свое снаряжение, пока проверил снаряжение у ребят, ведь мы первый раз выходили в полной амуниции на Эвересте, нужны были системы, кошки, высотные ботинки, каски, то есть в полной амуниции ты уже идешь непосредственно на гору. Мы вышли в 5:30, в 5:30 уже в принципе рассвело, и можно было идти без использования фонариков. Ледопад к Хумбу прекрасен настолько, насколько это вообще возможно. На каждом шаге иду, просто любуюсь. Смотрите, какая красота. Невероятное место. Наверное, одно из лучших горах, которые я в принципе видел. Вон Рома перестегивается. Первый раз, когда ты попадаешь на Кхумбу, ты совершенно не думаешь об усталости, о каких-то технических сложностях или еще о чем. Я был полностью восхищен и полностью поглощен красотой этого места. По моему мнению, Кхумбу это самое атмосферное место в мире. На каждом шаге я останавливался, чтобы сделать новую фотографию. Каждая фотография казалась шедевром. И в таком темпе, вот не спеша, ты поднимаешься на новую высоту, ты каждый там метр, каждых 10 метров останавливаешься, фотографируешься. Мы дошли где-то до 5800, 5900. Это была финальная точка. К этому моменту мы уже прошли несколько трещин, штук 5-6, наверное. Трещины, кстати, на ледопаде Кхумбу закреплены очень хорошо. Там прокладываются лестницы, и ты просто идешь по лестнице. Рядом с лестницей есть две страховочных веревки, два перила, ты в них щелкиваешься, и даже если ты условно падаешь с лестницы, то ты не летишь вниз трещины, потому что некоторые трещины в принципе бездонные. И ты идешь по лестнице, ты не видишь дна, видишь только черную пустоту. Так вот, если ты вдруг сорвешься с лестницы, то ты не упадешь в самый низ, ты просто повиснешь на 2 метра ниже, наверное, пролетишь. Эмоции, конечно, гарантированы, но тем не менее ты будешь жив и в принципе плюс-минус безопасности. Так вот, мы поднялись на 5800, 5900, это заняло, наверное, часов 6. К этому моменту уже вышло солнце, весьма пригрело. А в горах, я еще буду много раз это упоминать, когда выходит солнце, становится нереально жарко. И спускались мы по жаре. Солнце уже начало топить лед. Небольшие роднички плыли по Кхумбу, я останавливался, просто умывался, умывал голову этой холодной водой. Это давало хоть какое-то облегчение, потому что жара на самом деле очень сильно высасывает силы. Примерно к 2 часам дня мы пришли в базовый лагерь и даже позволили себе выпить по маленькой баночке пива «Эверест». Очень хотелось после такого изматывающего перехода отдохнуть в палатках, но, как я уже упоминал, там температура была где-то плюс 40, очень жарко, и уснуть так и не удалось. Мы тусили все время в большой палатке дайнинг-холла, там было немного прохладнее. Решил выложить пост о нашем первом восхождении на Кхумбу, потому что это было чрезвычайно красиво. Скинул фотографии на телефон и пошел искать интернет в базовом лагере, потому что к тому моменту еще что-то с нашей вышкой она не работала, пришлось немножко отойти в сторону. Ночью опять очень сильно замерз. Мне кажется, холод ледника, на котором мы лежим, он просто проникает через тонкую пенку, через 10-сантиметровый матрас и как-то впитывается в тебя уже. Я даже решил постелить поверх этих всех матрасов еще один надувной матрас, чтобы еще больше изолироваться. Так, 22 апреля у нас был назначен уже первый выход на гору с ночевками, и я его почти проспал. Я все время навожу несколько будильников, но тут проснулся в 4:50, а у нас на 5 часов запланирован выход. В стрессе подхожу к ребятам, они, слава богу, уже проснулись, и мы там выходим в 5:30 примерно. План у нас такой: сегодня мы приходим в первый лагерь на высоте 6100, ночуем там, потом поднимаемся во второй лагерь на высоте 6300, 6500, 2 ночи проводим во втором лагере, поднимаясь чуть выше, и спускаемся в базовый лагерь для отдыха.
Это, собственно, наш вот первый акклимационный выход на гору должен был быть таким. В этот раз уже по знакомому маршруту по ледопаду Кхумбу к высоте 5900 идется значительно легче. Вообще, каждый раз на горе, когда ты первый раз набираешь высоту, проходишь, идется очень тяжело. Но потом, в следующие разы, все время легче и легче. Поэтому, собственно, полезно шататься по горе вот вверх-вниз. Что, сегодня легче? Да. Мы прошли 5800, мы прошли 5900, где-то к 9 утра уже вышло солнце, и ребята говорят, давай, мол, остановимся, намажемся кремами. Я же смотрю, какое-то такое стрёмное место с риском схода лавин. Вокруг разброшены такие ледяные глыбы, видно, что лавина тут уже сходила, видно, что нависает карниз и может еще раз сойти. Говорю, не, чуваки, давайте не будем останавливаться, не будем мазаться кремом, пройдем еще вот сюда, буквально 100 метров, там остановимся, там более безопасное место. Мы прошли буквально минут 10, остановились на приятной ровной площадке, которая показалась не более безопасной. И тут я слышу звук срывающейся лавины. Потому что в лавинах ты сначала слышишь звук, а потом уже видишь, где она, собственно, сходит. И вот с ребра Эвереста там сорвалась большая лавина, и она идет прямо на ледопад Кхумбу. И примерно на то место, где мы хотели остановиться, где мы недавно проходили и хотели остановиться, намазаться кремами. Лавина сошла очень большая, я сильно переживал, чтобы там никого не присыпало. Но, слава богу, в этот момент никто на тропе не находился, и поэтому эта лавина прошла так мимо всех восходителей, и хорошо. Пришли в первый лагерь Эвереста, высота 6060 метров. Такой хороший рабочий переход, интересный, в меру изматывающий. Вовремя успели убежать от лавинки или от лавины. Здесь красиво, но может быть ветрено. Посмотрим. Набор висоти. Вже кожен крок в кінці дається тяжче і тяжче. Коли є підйом, то в кінці підйому ти стоїш 2 хвилини і як та риба ловиш повітря. А так то зараз скаже, йдемо на другий зразу, да? Не будемо чекати і зразу на вершину вже, щоб не затягувати час. Ну, завтра вирішимо. Да. Я нормально. Нормально. Перший такий серйозний. Відчули, що такі Гімалаї в повному форматі. Жити можна. Лавина була просто, я не знаю, як буде по-українськи, заворажуюча. Така, що ти не міг відірвати від неї очі. Якби ми на хвилин 20-30 пізніше потягнули, то я думаю, ми б в повній мірі поняли, що таке, зрозуміли, що таке лавина на собі. Так, Дима, Дмитро? ти як? Да, лавина сегодня самое яркое впечатление. Мне. А переход тебе как дался? Тяжелее, чем первый раз, не могу понять почему. Может быть, перегрузил рюкзак, не знаю. В прошлый раз как-то хотелось бежать. Может быть, красота, эйфория. Тоді ти дивився, я сказав, що ти дивився на все, тобі таке красиве. Все было очень красиво. Но здесь вообще такая суровая красота. Все по-другому.
А мені, кстати, легше набагато, ніж перший перехід. Конечно. Мы пришли в первый лагерь на высоту 600, почти без сил. Я с Шерпой приготовили супчик. Это был супчик типа мивина, то есть вермишель быстрого приготовления. Кстати, вот на высоте мне вот такие быстро растворимые вермишели заходят лучше всего. Никакие там сублиматы и в сравнение не идут. Мы приготовили такой супчик. Я нарезал сало, нарезал колбасы, как-то покушали, это немножко вернуло сил. И сегодня у нас планировалась ночь в первом лагере. В первом лагере во время экспедиции ты ночуешь всего один раз, поэтому он такой промежуточный, можно сказать, без большой кухни, без большого тента и с минимальным комфортом. Ночь выдалась не самая легкая, был очень сильный ветер, и он продолжался примерно до 5 утра, так что поспать толком не удалось, только вот последний час, наверное, мы смогли уснуть, и где-то в 6 утра уже проснулись, чтобы перейти во второй лагерь. Основное препятствие на пути с первого лагеря во второй – это крутая 15-метровая стена. Первый раз она проходится очень тяжело, но тем не менее мы справляемся как-то быстро, фактически не тормозя. Вылазим, помню, за кромку этой стены, и у тебя занимает где-то минута-две времени, чтобы хоть как-то отдышаться, восстановить дыхание. Высота-то уже там 6150 примерно. Ты щелкаешься в перила и проходишь буквально 10 метров, и тебя ждут 3 больших трещины. Они самые большие на Эвересте, они параллельные, то есть ты идешь по них просто ножками. И это кайфно, просто наслаждайтесь этим видео.
Дальше между первым и вторым лагерем проходит так называемая долина Безмолвия. Это большой цирк между Эверестом, Лхотзой и Нупце со всех сторон, в котором бывает очень жарко, потому что лучи отбиваются от снега, который лежит на склонах, и они концентрируются вот в этой долине. И температура, ну я не берусь сказать, какая там бывает температура, но это прям нереально жарко, и эта жара сильно изматывает. Когда светит солнце, тебе жарко, когда находят облачка, сразу температура опускается до какого-то минуса, и постоянно приходится останавливаться, одеваться, раздеваться. Переход вроде не тяжелый, он более-менее плавный, но очень сильно изматывающий. Мы пришли во второй лагерь к первым палаткам, которые на высоте 6300, и узнаем, что наши палатки находятся, ну, фактически самые последние, в самом верху, на высоте 6490. И еще 1,5 часа тебе приходится идти между всеми палатками, чтобы прийти к своим. Поначалу, когда приходишь во второй лагерь, нету сил даже пошевелиться. И первые минут 20 ты просто сидишь в палатке дайнинг-холла, тебе делают какой-то чаек, ты его попиваешь. И только спустя 20-30 минут находишь силы на то, чтобы взять свой небольшой вот такой рюкзачок и пронести его к палатке, которая находится в 20 метрах. Второй лагерь Эвереста. Вот вершина Лотце. Вот возвышается и сам Эверест. Очень близко к нам. Но так далеко. Второй лагерь на Эвересте по комфорту сопоставим с базовым. Можно даже назвать его таким передовым базовым лагерем. Здесь есть хорошая кухня, здесь есть большая столовая палатка. И здесь есть отдельные палаточки-туалеты, которые, кстати, размещаются над трещинами, не широкими, такими полуметровыми, вот, наверное, такими. Но, тем не менее, они бездонные. И когда ты первый раз ходишь в туалет над такой трещиной, это щекочет нервы. К этому тоже нужно привыкнуть. Так, удобство во втором лагере. Здесь везде разбросаны палаточки. Официально спим по двое, но у меня получается, что все время сплю сам. Мой шерпа спит где-то со своими друзьями. Вот это большая палатка, это kitchen tent. Рядом кругленькие, это дайнинг тенты, где мы и кушаем. Туалеты обустроены вот такими вот высокими палаточками на трещине. Так что, если не быть сильно осторожным, можно немножко улететь и как минимум сильно вымазаться. В общем-то, весьма комфортно. Лагерь находится на моряне, не на снегу. Зато сегодня вечером нам сделали один из вкуснейших в моей жизни долбатов, и причем с безлимитной добавкой курицы. Мы, наверное, вот только курицы съели по вот столько, и очень меня радовало то, что хороший аппетит. Это отличный признак, и это значит, что акклиматизация проходит как надо. Друзья, в следующей части моих видео воспоминаний с Эвереста я расскажу о том, как мы первый раз добрались до 7000 метров и как готовились к решающему штурму вершины. Будет интересно, не забывайте подписаться на канал, нажимайте на колокольчики и оставляйте свои комментарии. До встречи!